Дорогие друзья, в этот прекрасный сентябрьский яркий солнечный день я приветствую подписчиков моего канала. Я всегда мечтал о том, чтобы на Марсе цвели яблони. Но вот эта моя мечта воплотилась сегодня на лимонном дереве. Охотничьи колбаски. Классика жанра. Сегодня я вам покажу прекрасный рецепт, и вы сможете дома своими руками приготовить этот удивительный деликатес. Охотничьи колбаски варено-копченые. Идеальная закуска к пиву. Посмотрите, какой прекрасный продукт вы можете получить дома, сделав его своими руками. Для этого вам просто нужно посмотреть до конца это видео. Ну и, конечно, я поделюсь с вами вот этой подачей. Так когда-то подавали охотничьи колбаски в ресторанах. Ну и, конечно, если вас заинтересовал и впечатлил сам результат, весь процесс вы можете узнать, посмотрев до конца это видео. Не забудьте, конечно же, поставить лайк и подписаться на канал. Итак, начинаем готовить. За основу приготовления охотничьих колбасок я взял ГОСТовский рецепт. 3 вида мяса. Говядина нежирная 1 килограмм, свинина нежирная лопатка 1 килограмм и свиная грудинка жирная, где-то жирностью примерно 40%. Всего 3 килограмма мяса. На этот вес я взял 500 грамм свиного сала. Это хребтовый шпик, это тугоплавкое сало. Всего у меня 3,5 килограмма сырья. Сало я взял из расчета в среднем 15% от веса мяса. Сейчас это мясо я буду солить, отправлю на предварительный посол. Сало я солить не буду, я его просто сейчас отправлю в морозилку. Говядину и свинину я буду солить раздельно. На килограмм говядины я взял 2% соли. Соль у меня нитритная 0,6% содержания нитрита натрия пополам с поваренной солью. И 1,5 грамма сахара на 1 килограмм мяса. Равномерно распределив соль между кусочками мяса, аккуратно, особо не усердствуя, вмешиваю соль в мясо. Я хочу добиться, чтобы каждый кусочек мяса получил свою порцию соли. Раздельный посол говядины и свинины, нежирного и жирного сырья, связан с тем, что переработка мяса, то есть на мясорубке, и вымешивание фарша также будет проводиться отдельно. Говядина будет переработана в более мелкую фракцию, и при вымешивании она образует такой белковый каркас, в который я буду вмешивать уже жирное сырье и свиной шпик. Теперь я посолю жирное сырье, то есть свинина. У меня нежирная лопатка и свиная грудинка 2 килограмма. Соли я взял из расчета с мяса плюс сало, которое у меня в морозилке. Поэтому на этот вес 2,5 килограмма. Общий я взял 2% соли. То же самое соль поваренная пополам с нитритное содержание нитрита натрия 0,6% и 1,5 грамма сахара. Вот после внесения соли я раздельно говядину и свинину упаковал в вакуумные пакеты и теперь отправлю в холодильник на предварительный посол на 72 часа при температуре где-то 4-6 градусов. Итак, прошло 72 часа, и я начинаю готовить фарш для охотничьих колбасок. Начну я со свиного шпика. Шпик слегка подморожен, и вот я нарезаю ножом вот такие тонкие слайсы толщиной примерно 3-4 миллиметра. Затем я нарезаю слайсы вот на такие тонкие полоски, тоже примерно где-то шириной 3-4 миллиметра.
И затем нарезаю вот эти полоски вот на такой кубик. Размер такого кубика где-то 3 на 4, там 4 на 5 миллиметров. Это позволит получить красивый рисунок на срезе охотничьей колбаски. Для того, чтобы кубики свиного шпика хорошо вмешались в фарш охотничьей колбаски, я сейчас переложу их в сито и ошпарю кипятком, а затем я его подморожу. И вот в таком вот виде я буду уже вмешивать кубики свиного шпика в фарш. Именно эта операция позволит мне получить хорошую однородную ровную консистенцию. При вмешивании свиного шпика в фарш он не размажется, поскольку при вымешивании температура фарша повышается, происходит нагрев. И вот такая процедура позволит мне сохранить красивый рисунок и четкую форму свиного шпика в структуре колбасного фарша. Теперь вот на такой ровной плоской поверхности я равномерно распределю ошпаренный кипятком свиной шпик и отправлю его в морозильную камеру на пару часов. Пока я буду перекручивать мясо, свиной шпик подморозится, и каждые 15 минут я примерно буду его перемешивать для того, чтобы он не схватился целым куском. Пока свиной шпик подмораживается, я переработаю мясо в фарш. Вот говядина. После 72 часов предварительного посола я примерно час-полтора его подморозил до 0 градусов. Посмотрите, как сработала нитритная соль. Вот такой цвет у говядины. Она прекрасно выглядит. И всегда необходимо подмораживать мясо перед тем, как начать его перерабатывать в фарш. При переработке мяса в фарш для любых колбасных изделий критически важна низкая температура. Вот это вот свинина. Здесь лопатка и свиная грудинка. Те же самые 72 часа предварительного посола в холодильнике. И она подморожена. Кроме того, подморозка мяса перед переработкой на мясорубке позволяет получить правильную структуру мяса. Посмотрите опять же на цвет. То есть нитритная соль за 72 часа провзаимодействовала с мясным белком, миоглобином. И вот это вот дает тот самый колбасный цвет. Говядину я буду перекручивать на решетке с диаметром отверстия 5 миллиметров. Именно такая мелкая фракция позволит мне получить такой каркас, в который я буду вмешивать уже жирное сырье, свинину. Свиную лопатку и свиную грудинку я буду перекручивать на мясорубке с решеткой диаметра отверстия 10 миллиметров. Такая крупная фракция, которую я вмешаю уже в говядину, плюс у меня свиной шпик, позволит мне получить правильный красивый рисунок охотничьей колбаски. Сначала я перекручиваю на решетке с диаметром отверстия 5 мм говядину. Затем я поменял решетку,
Диаметр отверстия 10 миллиметров. И прежде чем я буду перекручивать на этой решетке жирное сырье, в говядину я внесу специи. Именно весь объем специй из расчета на весь объем мяса, говядина плюс свинина плюс сало, я внесу именно в говяжий каркас. В состав этого набора специй я добавил перец черный молотый 1 грамм на 1 килограмм фарша, чеснок сухой 1,5 грамма, кардамон полграмма. И что очень интересно, да, именно вот в охотничьих колбасках присутствует корица. Корица 0,2 грамма на 1 килограмм фарша. И кроме этого, вместе со специями я вношу аскорбат натрия, это антиокислитель жира полграмма на килограмм, и пищевой фосфат 2,5 грамма на килограмм, это для того, чтобы удержать влагу. В этот фарш я буду добавлять 10% ледяной воды. После того, как я вымесил говядину со специями, я перекручиваю на решетке с диаметром отверстия 10 мм жирное сырье. Это свиная лопатка и свиная грудинка. Итак, мясо я перекрутил. Теперь необходимо смешать говядину, нежирное сырье со свининой. Примерно 5-7 минут необходимо на это потратить и привести фарш к однородному состоянию. После смешивания говядины и свинины я переместил фарш в чашу планетарного миксера и буду сейчас вмешивать воду. Воды по этой рецептуре я добавляю 10% на общий вес фарша. Вода ледяная, поскольку при переработке мяса фарш нагревается для того, чтобы нам сохранить правильную температуру, вот ту температуру, которая является критической, не выше 10-12 градусов, вода добавляется ледяная. И на небольших оборотах, добавляя частями воду, я вымешиваю этот фарш на средних оборотах в течение 5-7 минут. Если у вас нет такого тестомеса, планетарного миксера, эту операцию вы можете провести руками. Просто на это потребуется 15-20 минут вашего времени и определенных усилий. У меня на канале есть обзор домашнего оборудования, которое я использую для приготовления колбас и мясных деликатесов. Сейчас в верхнем правом углу появится ссылочка, нажав на которую вы можете познакомиться с этой информацией и посмотреть это видео. Вот, посмотрите, друзья, пожалуйста, какой результат получается при вымешивании в планетарном миксере. Фарш отлично вымесился, он стал такой монолитный, однородный, тягучий, как пластилин. Вот эти вот белые нити – это мясной белок. И теперь можно продолжать составление фарша. Я переместил вымешанный в планетарном миксере фарш в пластиковый контейнер, и теперь контроль температуры. Критический предел температуры это 10-12 градусов. Итак, получилось 6,5 градусов, и теперь можно вносить подмороженный шпик. Периодически я его перемешивал, пока он у меня находился в морозилке. Вот такой получился рассыпчатый. И теперь я равномерно буду вносить его в фарш и вымешивать таким образом, чтобы вот эти вот кубики шпика равномерно распределились внутри фарша. Вот теперь фарш для охотничьих колбасок практически готов. Я переместил его в колбасный шприц. У меня 5-литровый вертикальный, и теперь я буду набивать его в оболочку. По классическому рецепту ГОСТовскому охотничьи колбаски набиваются в баранью череву. Диаметр 20-22 мм. Но у меня, к сожалению, на сегодня нет натуральной бараньей черевы. Я буду использовать натуральную коллагеновую оболочку. Что я по поводу этой оболочки вам хочу сказать. Натуральная коллагеновая оболочка
для колбас производится из пищевого коллагена. Это съедобный продукт, который получают в результате переработки мяса. Вот такую оболочку я хочу порекомендовать вам на правах рекламы, которую я получил от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. Интернет-магазин Craft Store – это самый большой интернет-магазин товаров для домашнего крафта в Украине. На сайте этого интернет-магазина огромный ассортимент всего того, что необходимо для производства домашних колбас. Я более 2 лет уже заказываю продукцию именно из этого интернет-магазина и могу рекомендовать именно этот ассортимент и сочетание цены и качества. Отличный клиентский сервис. Этот магазин отправляет свою продукцию для домашнего крафта практически по всему миру. Вот такие различные колбасные оболочки, натуральные, полимерные, полиамидные. Вы можете заказать на сайте этого магазина Craft Store, воспользовавшись QR-кодом, который вы сейчас видите в экране этого видео. И также я оставлю ссылку на этот магазин в описании к этому видео. Коллагеновая оболочка диаметром 19 мм. Вот так она упакована. Она прекрасно хранится, не требует никакой дополнительной обработки. Она идеально подойдет для приготовления крафтовых сосисок в домашних условиях. Ну и сегодня я буду ее использовать для того, чтобы приготовить охотничьи колбаски. На сайте интернет-магазина Craft Store вы найдете огромный выбор колбасных оболочек, оборудования, приспособлений, ингредиентов, материалов для приготовления домашних колбас, мясных деликатесов, мясной шаркутурии в домашних условиях своими руками. Колбасную коллагеновую оболочку я разрезал на отрезки длиной 140 сантиметров. Почему 140? Значит, из одного такого отрезка я планирую сделать 6 колбасок по 20 сантиметров, и остальные 20 сантиметров я оставлю на кончики, которые я буду завязывать после набивки в эту оболочку колбасного фарша. Я набиваю фарш в колбасную оболочку не очень плотно, для того, чтобы потом иметь возможность уплотнить уже колбаски в момент перевязки. Вот такие вот небольшие кончики я оставляю. Смотрите, теперь вязка. Вот так пополам сначала. Это обычная двоечка. У меня получилось ровно 120 сантиметров, по 60 сантиметров каждая часть. И 2 хвостика по 10 сантиметров. В центре я делаю первое перекручивание. Выравниваю. И вот это я как долбанный перфекционист, меланхолик, взял рулетку и отмерил ровно 20 сантиметров. Все будет четко, как по циркулю. Вот таким образом перекрутив первый отрезок, я сделал первые 2 колбаски. Перекрутил. И теперь еще раз 20 сантиметров. Снова перекручиваю. Пропускаю крайнюю колбаску, фиксирую. И вот у меня ровно 6 колбасок по 20 сантиметров. И вот этими вот хвостиками я уплотняю и делаю перевязку и фиксирую эту оболочку. Мне не потребовалось никакого шпагата колбасного, ничего. Просто вот таким простым способом можно сформировать идеального размера охотничьи колбаски. Вот, в принципе, колбаски готовы. Теперь я их подвешиваю на отепление и усадку примерно на 1-1,5 прямо на кухне при комнатной температуре. И затем проведу тепловую обработку в духовке. Первый этап тепловой обработки в духовке – это обсушка. 50 градусов в духовке, дверка приоткрыта, включен вентилятор. И до 40 градусов внутри колбаски.
Второй этап – это обжарка. После достижения 40 градусов внутри колбаски я поднимаю температуру духовки на 85-90 градусов и довожу температуру внутри изделия до 60 градусов. Третий этап тепловой обработки – это варка с паром. Я заливаю в противень духовки кипяток, температура в духовке 80 градусов и довожу до готовности внутри колбаски 68-70 градусов. Следующий этап – это душевание. Резкое охлаждение в холодной и ледяной воде. Используя такой метод, необходимо остановить процесс тепловой обработки и резко скинуть температуру ниже критических 28-30 градусов. Этап душевания, охлаждения готового изделия занимает примерно 25-30 минут. После этого колбаски отправляются в холодильник на стабилизацию на 12 часов. И снова здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Охотничьи колбаски провели в холодильнике 12 часов на стабилизации при температуре 4-6 градусов. Изделие практически готово. И теперь, конечно, нужно провести дегустацию. И вот посмотрите, какие получились охотничьи колбаски в разрезе. Свиной шпик прекрасно держится, имеет четкий рисунок, форму, ничего не размазалось, консистенция упругая. Вкус изумительный. Специи прекрасно раскрылись. Классический вкус охотничьих колбасок. Оболочка хорошо отделяется, но кое-чего в этом супе не хватает. Вы, наверное, подумали хлеба. Нет, друзья, не хватает холодного копчения. Классические охотничьи колбаски, они варено-копченые. Так что сейчас у нас ждет этап холодного копчения. Коптил я охотничьи колбаски в течение 5 часов при температуре 28-30 градусов обычным дымогенератором Молитка. Опилки у меня Альха. Коптил в обычной картонной коробке, как всегда. И вот после завершения этой процедуры ароматизации проветривались на свежем воздухе в течение 3 часов. У меня на канале есть подробное видео о том, как я провожу холодное копчение дымогенератором Молитка в обычной картонной коробке. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, нажав на которую вы можете перейти и посмотреть подробно всю эту информацию. Итак, друзья, вот готовый результат. Охотничьи колбаски прошли все этапы, и после холодного копчения, проветривания у меня в руках абсолютно готовый продукт. Пахнут они невероятно. В ходе копчения сосиски потеряли, наверное, процентов 10 своего веса. Четко прорисовался рисунок, свиной шпик. И теперь пришло время уже по-настоящему попробовать готовые охотничьи колбаски. Друзья, посмотрите, какая получилась красота. Возни, конечно, с этими колбасками немало, но результат того стоит, поверьте. Я не знаю, насколько четко передает рисунок на срезе моя камера телефона, но после холодного копчения, после потери веса, рисунок стал более четкий. Колбаски стали более упругие, плотные. И готовым результатом я остался абсолютно доволен.
По этому рецепту вы можете приготовить настоящие охотничьи колбаски по ГОСТовскому рецепту 1969 года. И в заключение я обещал вам показать подачу. Я очень хорошо помню те времена, когда в ресторанах охотничьи колбаски подавали именно вот в таком виде. Вы можете использовать какой-то спирт или крепкий алкогольный напиток, который горит при температуре 42-45 градусов. И после 2-3 минут вот такого подогрева колбаски приобретают невероятный вкус. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court, оставайтесь на канале, жмите на колокольчик, и вы всегда получите уведомления о новых рецептах, которые будут выходить регулярно на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!